Тонкий, одинокий силуэт борзой, настигающий степного волка. Звучит как сказка, но это история. Друзья, приветствую всех. Этот выпуск посвящен Тазы, казахской борзой. Казахи-кочевники говорили, у джигита должно быть 3 верных друга. Быстрый скакун, ловчий беркут и Таза. По старинному преданию, первые Таза вылупились из яйца гигантской птицы Кумай и далее распространились по всей казахской земле. Отсюда одно из названий – Кумай-Таза. Отдав дань уважения легендам наших предков, вернемся в настоящее время. Таза относится к восточной группе борзых и является одной из самых древних пород на территории Центральной Азии. Большинство исследователей считают, что предком Таза является салюки, персидская борзая. На первый взгляд они действительно похожи. Самые ранние изображения Таза найдены в петроглифах на юге Казахстана. По оценкам археологов, некоторым из них около 14 тысяч лет. Современный облик Таза сложился примерно 5000 лет назад. Друзья, научные детали оставим специалистам. Миссия канала – разжечь интерес к теме. Остальное сделает ваше любопытство. В суровые времена кочевников, когда массово погибал скот, один Таза мог спасти от голода небольшой аул. Поэтому умелый Таза ценился на вес золота. За него давали 50 лошадей. Считается, что слово Таза пришло из древнеперсидского языка и означает «быстрый». Но тогда казахская Кумай-Таза звучит странно, как тавтология. Вроде «быстрый-быстрый». У казахов почти все животные имеют по несколько названий. Например, лошадь называют по-разному, в зависимости от пола, возраста, силы. Неужели для верного друга не нашлось хотя бы одного? Возможно, среди зрителей есть знатоки данной теме. Поделитесь своим мнением в комментариях. А лично мне ближе казахская версия, где Таза означает «чистый». Уникальной особенностью Таза является универсальность. Современный маркетинг называет такое 3 в одном. Объясню подробнее. При охоте на лошадях классические охотничьи своры всегда состоят из гончих и борзых. Сначала работают гончие, обладающие отличным нюхом. Они выслеживают добычу, гонят ее и выводят на открытую местность. Далее к погоне подключаются борзые, обладающие скоростью и выносливостью. Они догоняют добычу, кусая за сухожилия задних лап, замедляют ее и останавливают, окружая со всех сторон. Так, удерживая добычу, они ждут охотников. У Таза с рождения хорошее обоняние, сила, скорость и выносливость. Пара Таза легко брали волка, а некоторые экземпляры могли это делать в одиночку. У гончих и борзых проблемы с аппортированием. То есть поднять птицу из высокой травы или камышей, затем дождаться выстрела и принести добычу охотнику, даже из воды. Для такой охоты специально обучают легавые породы, а Таза это делает свободно. Самое удивительное в том, что Таза не требует специального обучения. Все эти качества у него от природы. Нужна была только коррекция его умения. Совместно человек и опытные Таза своим примером с данной задачей успешно справлялись. Теперь по поводу чистой. Таза отличается редкой чистоплотностью
и не имеют характерного запаха, привычного для других пород. Добыча, загнанная им, признается халяльной. Таза никогда не притронется к испорченной пище и грязной воде. Ему не нужен специальный уход, его вообще можно не кормить. Пробежаться по степи и самостоятельно добыть пропитание для него не проблема. Но за ним всегда очень тщательно ухаживали. Купали, расчесывали шерсть. Женщины даже надевали таза украшения. Самый вкусный кусок отдавали ему. Это единственное животное, имевшее постоянный доступ к юрту, где у него было свое место. Можно сказать, что он был членом семьи. Таза – умное и смышленое животное. В быту имеет ровный, доброжелательный нрав и в то же время очень независим. Было обычным делом, когда таза воспитывал ребенок хозяина, особенно на раннем этапе. Отсюда хорошие отношения с детьми. Всю агрессию таза хранит для добычи. На охоте он не знает ни страха, ни жалости и всегда идет до конца. Еще таза легко может работать в тандеме с беркутом. В общем, перед нами прирожденный охотник, умеющий все. В городских условиях, где его природные способности не нужны, ему некомфортно. Охота, а также стремительный и длительный бег – вот его стихия. Есть у таза еще один навык. Вместе с тубетами он помогает перегонять стада и пасти скот. Итак, что мы имеем в итоге? Гончая, борзая, легавая, неохота овчарка. И все это гармонично соединилось в таза. Породы таза и тобет, являющиеся национальными брендами Казахстана, в последние годы были на грани полного исчезновения. В 2022 году, когда пришла идея создания такого ролика, было сомнение и тревога, что не о ком будет рассказывать. Сейчас появился оптимизм и вера, что все с ними будет хорошо. Но давайте по порядку, как всегда. В 20 веке кочевой образ жизни постепенно стал замещаться оседлым. Традиционная необходимость в таза стала быстро снижаться и стремиться к нулю. Потребность в породе сохранялась примерно до 80-х годов 20 века, пока была развита промысловая охота. Таза вносили значимый вклад в добычу пушнины. Затем официальная поддержка породы прекратилась. Только благодаря отдельным энтузиастам и их усилиям до наших дней сохранились немногочисленные представители таза. Огромное уважение и спасибо этим людям. Главными врагами породы являлись метизация и отсутствие государственного стандарта. С метисами все понятно. Теперь, что такое стандарт? На государственном уровне официально и юридически фиксируются рабочие качества и иные параметры породы. Все, что отличается от стандарта, бракуется. Благодаря стандарту из поколения в поколение сохраняется уникальность породы. Когда уникальность подтверждена, то возможно получение международного стандарта. И тогда таза получит мировое признание. Любители таза изо всех сил пытались спасти и возродить породу. Подключились к генетике, чтобы выявить геном аборигенной породы. Но без стандарта, единой стратегии и координации усилия не приносили нужный результат. В декабре 2015 года приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан был утвержден стандарт. Но он был лишь на бумаге, а фактически ничего не менялось. И вот, наконец, 30 ноября 2022 года Мажилисом Республики Казахстан одобрен законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства национальных пород таза и тобет. А 3 января 2023 года
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписывает закон. В рамках этого закона назначается уполномоченный орган. Утверждены стандарты казахских пород таза и тобет, вступивших в силу 1 июля 2023 года. Полностью цитировать не буду, все есть в открытом доступе. А знаете, что это значит? Что теперь все по-взрослому, то есть официально и законно. Хвала Аллаху! В марте 2023 года при посещении выставки главе государства Касым-Жомарту Токаеву в знак благодарности был подарен щенок таза. Еще недавно мы переживали, что потеряем таза, но сейчас их количество увеличивается. Регулярно проводятся выставки, и теперь наш президент сам в рамках протокола дарит щенков таза первым лицам других государств. Казахи никогда не называли таза собакой. Внимательный зритель, конечно, заметил, что я ни разу не произнес данное слово. Это проявление уважения к памяти предков и к тазу. Итак, друзья, давайте верить, что проведенная работа принесет плоды. У нас получится сохранить для потомков одно из 7 сокровищ казахов – жеті қазына. И со временем наша борзая займет достойное место в мировом реестре. Но это не главное. Важно, чтобы наше наследие жило дальше, сквозь века. Если вольный ветер доносит топот скакуна и крик беркута, если в воздухе витает горький аромат жусана, значит, великая степь живет. Так пусть и дальше на ее просторах продолжается движение к вечности. И скользит, догоняя ветер, тонкий силуэт верного друга казаха таза.